террор. Стук от соседей. Подача газа в квартиры отравителями. Виктор Ленский писал, что существуют капсулы. Они взрываются или от тепла, или так же, как вы включаете телевизор, то есть частотно. Их рассовывают заранее, под плинтусы, если есть щели, под холодильник, за радиаторы. Дмитрий, это не капсулы с химией, это бьют по клапану-нагнетателю для выстреливания отравляющего газа к тебе вниз через вентиляцию или в каналы в стенах, где идет проводка в твою квартиру из-под плинтусов в щели между стен, сверху вниз. Газ, как правило, изопропиламин. Гугли отравление, и узнаешь свои симптомы. Виктор, можете, пожалуйста, больше рассказать об устройстве этого насоса? Стучат довольно часто в жилой комнате. Похоже, будто роняют некий тяжелый предмет. Дмитрий, у меня также происходит. С громким грохотом и ежедневным постоянством четко по времени и когда начинаю прием пищи. Устройство, я думаю, не очень сложное. Баллон прямоугольной формы с закачанным в него газом, из которого выходит клапанный механизм вроде выступа педальки. Из него же выходит соединительный патрубок, который подсоединяется к трубкам, заведенным под плинтусами внутри полостей, в стенах, уходящих вниз. Вот эта педалька, она довольно жесткая и подпружиненная. Чтоб не допускать утечек газа, по ней резко бьют каким-нибудь тяжелым предметом. Для стремительной дозированной закачки газа вниз в отравляемую квартиру. У меня еще бывает так, что тихонько закачивают с помощью рычага, но все равно это слышно. Сейчас вообще обнаглели и на кухне установили компрессор. С его помощью закачивает мне один компонент бинарного нервно-паралитического газа. Вот такое устройство. К тому же сама эта емкость с газом довольно тяжелая. Они ее таскают по комнатам и, устанавливая и подсоединяя, также вызывают грохочущие звуки. Виктор, вот у меня тоже все стуки четко идут по расписанию. Чтобы понять, в чем дело, стал ложиться спать в 5 часов утра. Поменялось их расписание, стали стучать даже ночью. Правда, не так активно и сильно. Списывают, мол, домашние животные роняют предметы на пол. В межкомнатных у меня тоже компрессор, который качает в вентиляцию. Его довольно хорошо слышно, а также действительно постоянно перетаскивают нечто похожее на ведро по звукам, явно тяжелое и громоздкое. Самое интересное, когда активно проветриваешь, они носятся как угорелые и стучат намного чаще и включают компрессоры. Дмитрий, точно все как под копирку, 100% повторяемость. У меня также после проветривания носятся как угорелые и закачивают газ по всем комнатам. Этим занимаются не хозяева квартиры, а другие приходящие, частенько дежурят по 2 человека, один на 2 спальни, другой на гостиную и кухню. И так ежедневно. Еще и соседи по лестничной клетке начали обрызгивать мне входную дверь и косяк дверной внешней двери совместного с ними тамбура перед квартирами. Зарином слабая концентрация с фруктовым ароматом, твари. Виктор, у меня сосед сверху безвылазно сидит дома и этим все время занимается. Также каждый день одна и та же схема. Соседи часто ошиваются возле двери, выходят зачем-то, а потом также брызгают на двери в замочную скважину. Когда не проветриваешь, то явно чувствуется в коридоре запах. Ну а также, конечно, по возвращению домой в подъезде делают высокую концентрацию. Очень часто чувствуется некий фруктовый или скорее яблочный аромат в ванной. Самое опасное место, так как граничит также с коридором и входной дверью. Дмитрий, кстати, Зарин, некоторые источники при описании свойств определяют его запах как яблочный аромат. Очевидно, есть разные производители и разные технологии производства этой дряни, соответственно, с разными запахами.